Альберт Александрович. Я слышал, у вас горе. Очень сочувствую. Что? Я знаю, что такое потерять близкого человека. Мои соболезнования. Платон Ильич. Я хочу, чтобы вы знали. Анонимку на вас я не писал. Я знаю. Я мнёрок. Нам в какой кабинет? А это все зависит от того, что ты решил. В смысле, не понял. В смысле, когда ты поговоришь с Люсей? Инусь, я тебя умоляю, потерпи еще немножко. Я 3,5 года терпела. 3,5 года. Ты обещаешь мне с ней поговорить, и что? Думаешь, это так легко? Мы 20 лет прожили, Инна, 20 лет. Ты и следующие 20 лет хочешь с ней прожить без любви, без детей? Нет, нет. Просто я ищу более подходящий момент. Ты же понимаешь, ей сейчас очень тяжело, она болеет. Я ей нужен, Инна. А мне ты не нужен? А мне не тяжело то, что ты каждый вечер уходишь от меня? Значит так, Паша, послушай меня. Либо ты сейчас едешь все и говоришь, и тогда я стою на учет женскую консультацию. Либо ты сам знаешь. Ты этого не сделаешь. Я хочу этого ребенка. Да я хочу его не меньше твоего. Только мой ребенок не будет расти безотцовщиной. Все, Паш. Либо мы, либо она. Выбирай. Хорошо, хорошо. Прямо сейчас Хорошо. поеду и поговорю. Поговори. Довольно? Довольно. Так, Казарина Инна Борисовна. Возраст? 32. Какая по счету беременность? Первая? Аборты, выкидыши были? Нет. Сначала прилягте, я просто вас послушаю. Какой у нас примерно срок? 3 месяца. 3 месяца. Вы уверены? Ну да. А что? Странно. Ничего не слышу. Вы что, хотите сказать, что у меня замершая беременность? Знаете что? Пойдемте на УЗИ. Там разберемся. Мальчики, мальчики, только нет. Только нет. Платон Ильич. Ну что там? Ну почему вы молчите? Он что, умер? Скажите, пожалуйста, а с чего вы взяли, что вы беременны? То есть как с чего? Никакой беременности нет. Как это нет? Да, нет. Вы что, разыгрываете меня, что ли? Ну, живот-то у меня растет. Вы только не волнуйтесь, взгляните. Вот видите, никого нет. У вас крупная эндометриозная киста. От этого немного живот увеличен. Мамочки, что ж теперь делать? Альберт, нам нужно поговорить. Зоя, я перезвоню. А до вечера твой разговор не мог подождать? Не мог. Я консультировалась с опытными юристами. И угадай, что они мне сказали? Да я не собираюсь ничего угадывать. Что мама подписывала завещание, будучи тяжело больной. И не факт, что находилась в здравом уме и твердой памяти.
А это значит, что эту бумажку легко переделать. Оспорить. У тебя ничего не получится. У меня есть свидетели, которые докажут обратное. Да половину соседей по подъезду, если их правильно замотивировать, скажут, что она была не в себе. Аля, да как ты можешь? Так же, как и ты. Сядь. Давай так, ты отдаешь мне половину маминого дома, и мы забываем эту грустную историю навсегда. Пошла ты, у меня нет таких денег. Решай, Альберт. Может, это расплата за то, что я сплю с женатым мужчиной? Вот только не надо нам чувство вины. Это же чистой воды психосоматика. Если женщина страстно мечтает забеременеть, зачатие не происходит, то это может вызвать сложное психоэмоциональное расстройство, ложную беременность. Делать что? Что? Продолжай делать вид, что ты беременна. Пускай разведется, женится на тебе. Ну, а там что-нибудь придумаем. Знаешь ли, может выкидыш произойти. Ну, это подло. Подло? А он с тобой не подло поступает? Сколько ты времени на него потратила? Тебе давно пора о своей собственной жизни подумать, а не в любовницах у него ходить. Я люблю его. Привет. Привет. Ну что у тебя? А у тебя? Что сказала Люся? Мы поскандалили, она выскочила и убежала из дома. Я даже не знаю, где ее теперь искать. Искать? Да я смотрю, ты жалеешь о том, что ты ей сказал. Не волнуйся. Как поругались, так и помиритесь. А я ничего. Я сама по себе. Ну все, перестань. Я, может, и подлец, конечно, но своего ребенка я на произвол судьбы не брошу. Как там наш малыш? Что врач сказал? Что все хорошо. Классный мячик, Платон Ильич. Я, собственно, к вам зачем пришел? Мне случай Казариной все покоя не дает. Я хотел с вами обсудить, если вы не против. Не против. Так вот, меня настораживает, почему тест на беременность дал ложноположительный результат. Нет ли у нее опухоли, продуцирующих ИГЧ? Опухоли нет. Томограф показал. А ложный результат теста – это не редкость. Женщины то инструкцию неправильно прочтут, то тест просроченно используют. Извините. Значит, верно все. Доброе утро, Олечка. Доброе, Елизавета Юрьевна, рада вас видеть. Спасибо. Здравствуйте. Привет. С возвращением. Катюш, хорошо, что я тебя встретила. Слушай, расскажи, пожалуйста, что в мое отсутствие произошло? Ну, разного произошло. Вы знаете, Лев Борисович выздоровел. Они с Светой Игоревной в отпуск поехали. А у Думанского мама умерла. Здравствуйте. Еще на Платона Ильича кто-то анонимку накатал. Какую анонимку? Да я толком не знаю. Ничего себе новости. Вас даже ненадолго нельзя оставить. Ну, а вы как? Как отпуск ваш, как столица? Хорошо. Нормально. Дома лучше. Все, давай работай. Доброе утро. А шрам очень будет большой, Платон Ильич? Не, резать мы вас не будем. Сделаем 3 лапароскопических прокола. Ну, шрамы будут практически незаметны. Но живот-то уменьшится. Конечно. Кисту-то мы уберем. Да вы не переживайте так. Скоро будете устроены как серна. Коллега, давайте начнем. Так, ложитесь, ложитесь.
Иван Петрович, миленький, нам очень нужен аппарат для искусственной вентиляции легких. Да, считайте, что это моя личная просьба. Добрый день. Ой, я вам перезвоню. Добрый день. Ничего себе, вы уже… А вы, я вижу, не особенно рады меня видеть. Нет, что вы, просто не ожидали, что вы так приедете заранее. Мой отпуск закончился, я приступила к непосредственным своим обязанностям. Ну как вы тут без меня? Справлялись? Ой, да, справляемся. Для детского отделения было закуплено 2 дополнительных инкубатора. А для родильного мне удалось достать новый стерилизационный комплекс. Чего себе? Да, и кровать-трансформер для родов. Семейству Квитко я выбила бесплатную путевку в санаторий. Так что… еще плановую проверку облздрава мы прошли на ура. Так что, Елизавета Юрьевна, справлялись. А вы, я вижу, Марина Станиславовна, здесь развили бурную деятельность. Ну, Елизавета Юрьевна, вы же понимаете, все делается ради блага клиники. Ну, конечно, только ради блага клиники. Да. Не сомневаюсь. Да, плановые отчеты о проделанной работе я вам предоставлю через час. Я буду ждать. Скажите, когда вы сможете меня выписать? Нужно еще полежать дня 3-4. Скажите, а можно как-то это все ускорить? Мне очень надо. На работе ждут. Так вам положен официальный больничный. Управляйтесь. Платон Ильич, у меня муж возвращается из командировки. Я не хотела бы встречать его в больнице. Хорошо, посмотрим. Если осложнений не будет, через пару дней отпустим. И еще. Вы не могли бы никому не говорить о моем диагнозе? Обсуждать с посторонними диагнозы пациенток не в моих правилах. И с родственниками пациенток тоже? Вы не сказали мужу, что вы не беременны? Я не успела сказать. Хорошо, не скажу. Все, Катерина Сергеевна, я на месте. Дела приняла, приступаю к своим непосредственным обязанностям. Надолго ли? В каком смысле? Мне что, не стоило возвращаться? Насколько я поняла, здесь для вашей протеже организован режим максимального благоприятствования. Ты такая же моя протеже, как и она. Я о твоих планах спрашиваю. Ты вроде бы собиралась в Москве замуж выйти. Да, собиралась. Но не собралась. Поссорились? Слушайте, я не хочу обсуждать свою личную жизнь, особенно по телефону. Ну, как знаешь. Тогда с возвращением. Желаю успехов. И надеюсь, что они будут не менее значимыми, чем у Марины. Спасибо. Постараюсь. До свидания. Это надо будет сильно постараться. Люся наняла адвоката и подала на развод. Ну, это хорошо, что она оказалась решительнее, чем Паша. Ты не понимаешь. Она соучредитель фирмы. Паша предлагал ей отступные, она не соглашается. Хочет раздела бизнеса. И Паша из-за этого очень сильно переживает. Переживает. Успокоится. А я вот переживаю из-за того, что мы заварили. Паша все время мне говорит о том, что все это жертвы только ради ребенка. А ребенка-то никакого нет. И живот у меня опал. И если он обо всем узнает, то я пропала. Ну, ты же склонна к полноте. Кушай побольше, и Паша ничего не заметит. Ну и что он твой босс? Это не означает, что он имеет право ездить на тебе. Лень, да я не говорю, что нужно с ним ссориться, но мягко поставить его на место можно. Угу, и даже нужно. Да, больше ценить тебя будет. Вика, мы доигрались. В общем, поступай как знаешь, только потом не жалуйся. Ну, Паша хочет прийти на УЗИ и посмотреть на ребенка. Ему что, заняться больше нечем? Я всю ночь не спала, я не знаю, что мне делать. Договориться с Дыбенко, но это бесполезно. Да и потом, что он покажет на УЗИ, если там ничего нет? Угу. Во сколько назначено УЗИ? На 15:30. Где встречаетесь? В холле мы встречаемся. Угу. Значит, сделаем так. Итак, новых кист нет. Это хорошо. Все, я могу идти? Подождите, я же только начал вас смотреть.
Да. Андрей, у меня там Шатрова с подозрением на двойное обвитие. Не могли бы вы принять ее вне очереди? Да, сейчас закончу. Да, вы знаете, мне тут прислали 2 билета в драматический театр на спектакль. Я не могу пойти в воскресенье. Не хотите сходить со своей девушкой? Спасибо. То есть, хотел бы. Доктор. Извините. Итак, новых кист нет. Вы простите, миленькая. Простите, пожалуйста, вы не подскажете? Нет, извините, пожалуйста. Миленькая моя, Да. как тебя зовут? Катя Ивановна. Катя Ивановна, не подскажешь мне, племяш мой тут, у вас тут? Вы перепутали, наверное, у нас женщины только. Рожают, лечатся. Нет, я в курсе. Он тут у вас главным работает. Ну, диагнозы ставит. А, вам Платон Ильич нужен, пойдемте. Да какой Платон Ильич? Андрюша, племяш мой, сын Васьки, моего брата младшенького. Дыбенки мы. Андрюша, пойдемте, проведу вас к самому главному. О, спасибо. Да. Представляешь, я его год пилила, чтобы он с шефом поговорил. А он все никак не решался. Слушай, Вик, прости, мне сейчас настолько не до того, у нас с этим разводом столько неприятностей. У мамы гипертонический криз. Люси на адвоката руки так выкручивает. А она со мной даже общаться по телефону не хочет. Слушай, ну у тебя же вроде неплохие отношения были с тестем и с тещей. А куда там? Я сейчас для них враг номер 1. Ладно, извини, я пойду Инну найду, а то она даже на телефонный звонок не отвечает. Ой, смотри, а вот она. Привет. 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 Ну все, я свободна. Как, а УЗИ? А уже сделали. Мы уже договаривались вместе. Ну, послушай, я же не могу полчаса очередь задерживать. Тебя нет и нет. Да, я задержался на переговорах. Ну да, я еще Пашу задержала. Я же не виновата. Но зато врач сделал снимок. Смотри. Я в этом ни черта не понимаю. Ладно, на следующий УЗИ придем вместе. Обязательно. Обязательно. Все, пойдем. Пока-пока. Пока-пока. Да-да. Андрюша, к тебе. Проходите, укладывайтесь. Андрюш, это я, дядь Федя. Дядя Федя, ну здравствуй. Что ты тут делаешь? А я в командировке в городе. А вот заодно решил поинтересоваться, как тут мой родственничек поживает. А он, оказывается, ого, как поживает. Да что ж ты не привез, Катюш, познакомиться к нам? Так я занят был, дядь Федя, работает. Да, вижу, кем ты занят. Да молчи уж, партизан. Вернусь, порадую Свет с Васей. Я пойду. Куда? Погоди, я же гостинцы привез. Ты вот что, доченька, ты проследи, чтобы он нормально питался. Вот здесь у меня колбаска домашняя, яички домашние. Спасибо. Будешь ему по утрам яишенку жарить. И ничего смешного. Мы Дыбенки только с виду, а нас покорми, приласкай, мы бойцы. Дядь Федя. А, да. Ой, побежал на завод. Уже? Да, но я еще вернусь. Между прочим, обманывать старших нехорошо. Я не обманывал Катю, но он сам. Понимаешь, они мне проели всю плешь этими своими вопросами. Когда невесту найдешь, когда невесту найдешь. Может, хоть теперь успокоиться. Ой. Кать, а ты не хочешь в воскресенье в кино сходить? Извини, у меня гонки. Дядя Федя. Альберта Александровича еще нет. Черт, у меня совершенно нет времени. Ну ладно, я с ним в следующий раз поговорю. Не волнуйся, со мной все хорошо. Езжай.
Добрый день. Вы ко мне? Нет, мы к Альберту Александровичу. Извините. Это кто? Это врач из родильного отделения. Его Вика советует, чтобы мы с ним договорились по поводу родов. Ну хорошо, все, родная. Я полетел. До завтра. Здравствуйте. Не мешает? Нет. Ой, простите, я не вовремя? Не вовремя. Катюш, мы недолго. Ты представляешь, у меня обнаружили преждевременное старение плаценты. Это очень опасно. Надеюсь, что все обойдется. Как ты? Ну, представляешь, я чуть не попалась. Привела Пашу под кабинет Думанского, а у него сегодня неприемный день. Ну? Ну, думала, постоим под дверью и уйдем. И тут я столкнулась с Земцовым. И сделала вид, что он не мой лечащий врач. Я теперь вообще не знаю, как на него смотреть. Я больше не могу врать. Ну, послушай, Паша тоже не дурак. Раз пришли под закрытую дверь, два пришли под закрытую дверь, но на третий раз-то он все поймет. Послушай, если тебе действительно сделать Думанского своим лечащим врачом, ну, правда, как врачи говорят, что он не очень, зато с ним можно обо всем договориться. Здравствуйте. Привет. Ты домой? Нет. Жаль. Слушай, какие у тебя планы на выходные? Может, смотаемся к моим в деревню? Невесту изображать? Вот это уж нет, увольте. Да не надо никого изображать. Поедем, пообщаемся, лес, речка. Тебе дядя Федя приветы шлет. Мама с папой. Так это я как? Оглянуться не успею, как они помолвку объявят. Андрюха, сам заварил кашу, сам расхлебывай. До завтра. Пока. Да. Альберт Александрович? А что вы хотели? Я бы хотела лечиться у вас. А почему именно у меня? Моя подруга сказала, что вы самый отзывчивый врач этой больницы. А чем вас Земцов не устроил? Мы не сошлись характерами. Ну, вам же не детей с ним крестить. Понимаете, я пришла к Платону Ильичу, будучи беременной, а у меня оказалась киста. И что? Земцов отказался оперировать кисту, быть такого не может. Да нет, кисту мне прооперировали, дело в беременности. Мой любимый мужчина собирается разводиться с женой и хочет жениться на мне. Но если он узнает, что ребенка нет… Альберт Александрович, я очень вас прошу, помогите мне. Вы представляете, что будет, если в больнице узнают, что я веду несуществующую беременность? Ничего не будет. Я же не прошу вас писать неправду в карточку. Вы будете меня лечить так же, как Земцов. Но если к вам Паша придет, вы скажите ему, что с ребенком все в порядке. Мне только до свадьбы дотянуть. Ну что, да, тянете, и дальше что? Выкидыш? Я все понимаю. Но если он узнает, что ребенка нет, он бросит меня. Я жить без него не могу. Инна Борисовна, вы затеяли очень опасную игру. Я очень вас прошу. Чисто по-человечески. До свидания. Не знаю. Не кричи на меня, пожалуйста. Да я понимаю, но ты меня пойми тоже. Нет, ну я же не могу вот так все бросить. Здесь все
вся моя жизнь. Нет, ты мне тоже очень-очень дорог. Но не надо на меня давить. Не кричи, пожалуйста, ты не в казарме. Блин. Все, не проси, больше денег не дам. Да мне на месяц, но я обязательно отдам. Слушай, да ты как черная дыра. Сколько тебе денег не давай, все пропадает бесследно. В кого ты такая жадная, а? Вы с Леней вроде не бедные, вон машину новую купили. А разок помочь брату, у которого к тому же полоса невезения… Ну и по жизни у тебя полоса невезения. Хватит, напомогалась выше крыши. Интересно, а если меня на счетчик поставят и в темном переулке где-то подстрелят? Тебя совесть не будет мучить? Да кому ты нужен, чтобы в тебя стрелять? Врать-то хватит. А хочешь реальной помощи? Вот телефон моей знакомой. У нее свое кадровое агентство. Позвонишь, подъедешь, расскажешь, что делать умеешь. И она тебя устроит на работу. Угу, за 3 копейки. А ты что хотел? До пенсии у меня у родителей на шее висеть? Пока тебя директором МВФ не возьмут. Все, иди. Ой, иди, у меня живот начинает из-за тебя болеть. Эй, планшет верни! Ага. Да, Ольга Тихоновна, здравствуйте. Да нет, у нас все в порядке, спасибо большое. Как ваше самочувствие? Вас уже выписали из больницы? Еще не ложились? И не собирались? Что? Нет, да нет, все нормально. Извините, видимо, я что-то перепутал. Да, спасибо, до свидания. Все, электрофорез мне сделали. Доктор сказал, что препараты магния должны снизить тонус матки. Поехали домой. Ты мне правду не хочешь рассказать? Зачем тебе на самом деле нужны были деньги? Ну, я же говорила, маме на операцию. Она мне только что звонила. Сказала, что прекрасно себя чувствует. Пыталась дозвониться до тебя, ты не брала трубку, она забеспокоилась. Я отключала телефон и процедуру. К черту телефон! Ты почему мне все время врешь? Ты мне все время врешь! Зачем тебе нужны были деньги? Это для Вики. Понимаешь, у Лени проблемы на работе, а у нее что-то с плацентой. Ей нужны дорогие лекарства. Она вернет, как только сможет. А сразу нельзя было мне сказать, да? Ну, ты же Вику не очень любишь. Я боялась, ты не дашь денег. Ладно. Только я тебя умоляю. Не ври мне больше. Никогда. Пожалуйста. Хорошо. Поехали. Да? Елизавета Юрьевна, доброе утро. Я пришел поговорить с вами по поводу своего совместительства. Пока вы были в Москве, я с Савиной все согласовал. Так вот, если вы считаете, что я не справлюсь со своими обязанностями в родильном… С чего вы взяли? Я совершенно так не считаю. Я уверена, что вы отлично справитесь со своими обязанностями. Просто это же ваше здоровье. Вы больше всех оперируете, принимаете роды. Остаетесь на сверхурочное дежурство. Теперь взяли полставки в гинекологии. Плохо выглядите. Что? Плакали всю ночь. Откуда вы… Вижу. Трудно принимать судьбоносные решения, правда? Послушайте, в чем дело? Вы сюда пришли, чтобы поиграть в экстрасенса? Позвольте. Не нравится мне ваше сердце. Слишком много нервничаете. С чего взяли? Интуиция. Берегите себя.
Привет. Привет. Садись, поговорим. О чем нам с тобой разговаривать? Ну, о том, что есть, но чего на самом деле нет. Чего ты хочешь? Ты не догадываешься? Догадываюсь. Вике надоело тебя содержать, так ты решил найти новую дойную корову. Ну, зачем так грубо? Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Мне нужна небольшая материальная помощь, тебе мое молчание. Послушай, денег у меня нет. Жаль. Придется рассказать Павлу Андреевичу, как ты морочишь ему голову. Какая же ты сволочь. А вот этого не надо. За оскорбление придется отдельно доплачивать. Здрасте, ко мне? Здравствуйте, да. После поговорим? Конечно, радость моя. Как ты могла меня так подставить? Зачем ты рассказала Тарасу? Теперь он меня шантажирует. Я никому ничего не рассказывала. Да ты что? А откуда же он тогда узнал? Да я не знаю, может быть, Думанский разболтал. А Думанскому это зачем? Говори, кому ты еще рассказывала о нашей затее. Только Ленчику, и то я случайно проболталась. Ну, может, это он Тарасу разболтал. Спасибо тебе, подруга. Теперь о нашей тайне знает весь город. Не драматизируй, Тарас никому... Да пошла ты! Седых, опять аборт? Ты не понимаешь, что мне нравится, док? Я, между прочим, ваших коллег работой обеспечиваю. У моих коллег и без вас работы хватает. Почему вы не принимали контрацептивы, которые я вам прописал? Не сказали, от них поправляются. Только в том случае, если они неправильно подобраны. Но я рисковать не хочу. Хорошо. Давайте попробуем другие методы предохранения. Свечи, спермицидный гель, спираль поставим. Пробовала эти свечи, противно слов нет. А спираль, говорят, опасная, от нее кровотечения бывает. Делать каждый месяц аборты куда опаснее. В конце концов, занимайтесь этим в презервативе. Да вы что, док? Да в них сексом заниматься хуже, чем в шубе и валенках. Угу. Имейте в виду, Седых, если вы будете дальше продолжать в таком же духе, вас ждут очень серьезные проблемы со здоровьем. Борисовна, вы понимаете, что мы оба рискуем? Ну, потерпите еще чуть-чуть. Мы уже готовимся к свадьбе. Потом мы летим в Париж на неделю, а затем я вернусь, и с этой историей будет покончено. На неделе не нравится мне все это. Может быть, сразу после свадьбы? Как раз логично. Нагрузка. Альберт Александрович, я так долго об этом мечтала. Живот накладной? Да не переживайте. Все будет хорошо. Я обещаю. Как малыш? Хорошо. Слушай, давай поедем в ресторан и отметим последний день моей незамужней жизни. Кто звонил? Подруга. Оригинальное имя у твоей подруги? Тарас. Это брат Вики. Он всем моим подругам звонит и просит денег. Ну, хочешь, я его сейчас же внесу в черный список? Пожениться еще не успели, а ты мне уже рога наставляешь. Паш, ну ты что? Ну, хочешь, сам ему позвони? Поехали. Ну, зачем мне тебе понадобилось? Сядь. Пожалуйста. Твой братец
перешел все границы. Я продала уже все бриллианты, которые подарил мне Паша. Я уже не знаю, что врать ему, куда я их дела. Но это все ерунда. Вчера он вообще приперся к ЗАГСу и подошел якобы меня поздравить. И потребовал 30 тысяч рублей. А мне уже продавать больше нечего. Сочувствую, но сделать с ним я ничего не могу. Я прошу тебя, придержи его как-то, так, чтобы он не столкнулся с Пашей. Что ты задумала? Черт с ним, с Парижем. Выкидыш будет сегодня. Девушка, водички можно? Алло. Паш, привет. Я в больнице. Паш, ребенка не спасли. Нет, не надо ко мне приезжать. Тебя все равно сюда не пустят. Давайте потом перезвоню. Я тебя. Пока. Отличное выступление. Так этим мужикам козлами надо. Давай в киоск сходим за сигаретками, а? Может, познакомимся с кем-нибудь. Скучно, кошмар. Седых. И куда это мы собрались в полном боевом раскрасе? Вам же только внематочную прооперировали. А что? Я в туалет сходить не могу. Вот туда сходите. Вы что, шутите? Нет. У вас примерно 3-4 неделя. Запиши. Подождите, ну я же Паше сказала, что ребенка нет. А скажите, нельзя забеременеть сразу после выкидыша? Нет. Я все знаю. Паш. Мне Тарас все рассказал. Паш. Как ты с его сестрой меня облапошила. Никогда бы не подумал, что такую змею на груди приклею. Прости. Прости меня. Я не хотела. Я очень боялась тебя потерять. Я из-за тебя бизнес развалил. Я из-за тебя со всеми своими друзьями перессорился. Я Люсю обидел. Ни за что. Она мне этого никогда не простит. Ну теперь у нас правда будет ребенок. Хочешь с врачом поговори, хочешь УЗИ посмотри. Ты меня за полного идиота держишь. Ты дрянь, ты мне жизнь мою покалечила. Ты хочешь, чтобы я после этого тебе снова поверил? Паша, теперь у нас действительно будет малыш. Паша! Я не понимаю. Паша! Я не понимаю. Привет. Подбрось домой. Прости, мы в Белгород сегодня на матч едем. Наши со Спартаком играют. Серьезно, можно с вами? Ой. Ну вот, это же совсем другое дело.
Человека стало похоже. Погнали. Представляешь, мне вот-вот рожать, а Ленчик ремонт в детской так и не закончил. А нас вчера развели. Быстро вы? А что тянуть? Адвокат, правда, предлагал принести справку о беременности. С судьей поговорить. А Пашу все равно этим не вернешь. Говорят, он пытается помириться с Люсей. Мне небольшой обман не простил. А она с ним фирму делила. И ничего. Так, все, хватит о Паше. Пора себе подумать. Что ты делать собираешься? Я еще пока не решила. Ну так решай быстрей. А то потом, знаешь ли, поздно будет аборт делать. Алло. Да. Платон Ильич. Я очень некрасиво с вами себя повела. Простите меня, пожалуйста. Я хотела вас попросить. Вы не могли бы вести мою беременность? Вы думаете, я дрянь? Вы думаете, я всех обманула, чтобы Пашу на себе женить? А я его действительно очень любила. И ребенка я этого очень хотела. И аборт я делать не буду. У меня прием женской консультации в среду с 9 до 12. Приходите. До свидания. До свидания. А что с ней? Мы же вроде ее уже вылечили. Кисту вылечили. А сейчас она беременна. 5 недель. Ах, вот как. А только муж ее бросил. Инна!